Всех рад приветствовать на рыболовном YouTube-канале «Авторская прикормка». И прежде чем поделиться с вами этим новым рецептом очень уловистой насадки на всю рыбу, чтобы не быть голословным, показываю вам фото своего улова. Некоторые фотографии сейчас видите, так скромный улов, всего лишь 30 килограмм за полдня рыбалки. Для меня это довольно-таки небольшой улов, поэтому особо не хвастаюсь. Но, как многие просили, показываю фото, чтобы все видели. Ну а теперь, собственно, расскажу, как готовится наша насадка. Во-первых, мы с ней сэкономим деньги на покупке мотыля, червя, опарыша, заменяет все животные наживки. А как вы знаете, животная наживка, она всегда идет на первом месте у рыбы. Поэтому, если мы хотим сэкономить, наша растительная насадка должна быть лучше животной наживки. Лучше, чем мотыль. Как это приготовить? Все по порядку сейчас в этом видео вам расскажу и поделюсь. Кто следит за нашим каналом уже не первый год, помнит, как много времени я потратил на то, чтобы изучить все свойства данного средства, показать наглядно, как оно действует на рыбу, либо не действует, и понять лично, в первую очередь, для себя, буду ли я использовать эту добавку. Заранее скажу, что буду, и вы заранее уже увидели, какой улов с ней рыбы. Достаточно большой. Фотографии, надеюсь, прикрепил. Если не прикрепил, забыл, то прикреплю где-то в комментариях. Поэтому было много тестов, очень много. И часто я выезжал на рыбалку. И не просто летом, да, когда и без того, казалось бы, рыба неплохо ловится. Мы выезжали именно по холодной воде, когда температура воды была плюс 5 градусов и так далее. То есть в осенне-зимний период. Ну и также весной еще достаточно холодная вода. Благодаря этой добавке, которой потребуется всего лишь чайная ложка, зимой мы ловим рыбу буквально одну с другой. При этом пауза между поклевкой достигает буквально около 5 секунд. 5 секунд проходит, сразу же клюет следующая рыба. Например, такая рыба, как клещ, карп, карась, просто сходит с ума от этой насадки. И, кстати, заранее скажу, что средство это очень дешевое. То есть буквально тратим 15 рублей и получаем насадку лучше, чем мотыль. Вы сами понимаете, что такое на сегодняшний день 15 рублей. За 15 рублей не купишь никакого мотыля. Поэтому сегодня показываю, как, имея в кармане 10-15 рублей, мы готовим насадку лучше, чем мотыль. Другие рыбаки смотрят на нас и не понимают, что происходит, и завидуют нашему улову. Благодарю всех рыбаки, кто от 25 ноября и по сегодняшний день, сегодня у нас на дворе 3 декабря, поддержал наш канал и по порядку всех перечислю, займет буквально 10 секунд. Перевод был от Анатолия Ивановича Н, Александра Валентиновича В, Татьяна Геннадьевна С, Александр Иванович Ч, Ильзир Надирович А. Огромная вам благодарность за поддержку нашего YouTube канала «Авторская прикормка». И кто еще не поддержал наш канал, вы видите номер моей карты Сбербанк. Буду рад поддержке каждого из вас. Любая переведенная вами сумма идет на развитие нашего YouTube канала. Всем спасибо за поддержку. Все ваши имена будут в следующих новых роликах. Обязательно всех отдельно перечислю, кто прислал свой донат. А все благодаря тому, что мы посмотрели это видео на канале «Авторская прикормка». Для начала нам потребуется немного муки. И теперь в муку мы добавляем самый важный компонент. Вот она, чайная ложка неочищенного рыбьего жира. Уже как-то рассказывал о нем, но мало кто о нем помнит, наверное, и мало кто посмотрел тогда. Но эффект просто потрясающий. Аккуратно перемешиваем масло вместе с мукой. Это рыбий жир, его еще называют для собак. Добавляют собакам, чтобы собака была сильная, с крепким иммунитетом. Благотворно воздействует такой неочищенный рыбий жир на все живое. Благодаря чему также охотно клюет на него абсолютно вся рыба.
И вы будете удивлены, но клюет даже и окунь, и щука, и судак, и все хищные рыбы, которые водятся в вашей местности. Вот у меня на озере на эту насадку клюет окунь и щука, как бы это странно ни звучало. Хотя этим рыбам не присуще клевать на растительные насадки. Но благодаря тому, что мы добавляем неочищенный рыбий жир, мы достигаем такого эффекта. Также дополнительно добавляем в насадку постепенно немножко воды, чтобы тщательно замешать. Все рыбаки, кто тогда послушал моего совета по поводу неочищенного рыбьего жира, уже давно прекрасно ловят рыбу. А те, кто не видел то видео, они ищут вот какую-то насадку интересную. И вот благодаря тому, что вы сейчас посмотрели это видео, вы уже будете в числе тех рыбаков, у которых без проблем будет клевать рыба. Ведь, как видите, все легко и просто. Нам нужна вода, мука, как основа, и немного неочищенного собачьего рыбьего жира. Иногда его называют и кошачьим, но в принципе одно и то же. Этот неочищенный рыбий жир — это просто рыбий жир для животных. Рыбий жир для людей тоже можно использовать, но у него не такой сильный эффект на рыбалке, понимаете? Потому что для людей рыбий жир, он уже очищенный, и он не имеет таких сильных привлекательных свойств. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Когда сырье не очищено, оно максимально имеет все полезные свойства, которые ему даны. А когда сырье уже проходит какие-то степени очистки, оно мало того, что теряет привлекательность, запах, оно теряет и половину своих свойств, как бы не практически все свои свойства. Поэтому очень важно применять именно неочищенный рыбий жир. Благодаря этому будет у нас очень хороший клев на рыбалке. Также, если вы все-таки не хотите использовать растительную насадку, а прям любите ловить на мотыля, там, на червя, на опарыша, что вам в этом видео полезное? В этом видео вам полезна информация про рыбий жир. Тогда добавляйте его просто чайную ложку в обычную вашу прикормку и ловите на свои наживки, к которыми привыкли. В этом видео я лично показываю, как сделать насадку лучше, чем мотыль, червяк и опарыш, применяя вот неочищенный рыбий жир. Если вы все-таки ни в какую не хотите ловить растительными насадками, у вас на это какие-то свои причины, доводы и так далее, то просто добавляйте рыбий жир, именно неочищенный, в прикормку, либо в кашу для рыбалки. И вы будете собирать гораздо больше рыбы в своем месте, где ловите, и будете ловить больше рыбы. Ну а тем временем я уже замешал вот такое вот тесто. Очень-очень ароматное, пахнет очень сильно. Благодаря этому именно по холодной воде прекрасно приплывает на него вся рыба. Даже можно не подсекать, рыба самоподсекается. Главное правильно насадить катышек, скатать вот такую вот насадочку. Сейчас вам покажу. Вот. Накалываем на крючочек. И все, рыба будет самоподсекаться. Если вы любите окуня ловить, прекрасная насадка на окуня. Если вы любите ловить леща, на леща прекрасная насадка. Любите карася, на карася так же само. Будете в восторге. И, думаю, не забудете сказать мне спасибо за такую полезную информацию. Поэтому буду рад почитать, кто напишет слова благодарности. А то в наше время люди что-то посмотрели и ушли дальше. Забывают про простое банальное спасибо. Напишите просто комментарий «спасибо», если вам видео было полезно. А еще лучше отправьте свой донат мне на карту Сбербанк. Так я увижу, что вам канал мой очень нравится, и вы хотите, чтобы он развивался и продолжал свое существование. Номер моей карты также вы сейчас видите на экране. Карта Сбербанк. Срок годности у нее еще 3 года будет она действовать, поэтому можете смело присылать свои донаты, все дойдет. И я буду очень рад получить от вас такую поддержку. Всем спасибо, всем всего доброго и до скорых встреч. Не забудьте подписаться также на Яндекс.Дзен, там выходят видео гораздо чаще, чем на YouTube.
Всем желаю прекрасных рыбалок и до скорых встреч.